И добро пожаловать в третью часть моей новой серии. В третьей части Властелина Странников у нас на очереди мой второй любимый класс всего ДНД. Колдун. Великолепный класс, обожаю его. Но убирая свои слова любви в сторону на мгновение, по названию серии вы могли понять, что что-то поменялось. А именно то, что я говорю не про пятое издание ДНД, а про D&D 1. Название же еще не успели поменять. Вроде D&D 2024. Так вот, вы можете спросить, как я могу создавать хомбрю для издания, которого еще не существует? Но нет, у меня нет доступа к книге заранее. У меня 300 подписчиков. Вы думаете, что великие водка дадут мне книгу? Естественно, нет. Но это мне не мешает примерно знать, что там. Слава ютуберам. А еще сайту RPGbot и dungeonsanddragonsfan.com. На них есть вся информация по подклассам. Давайте для начала поймем, что изменилось в D&D 2024 с моими любимыми колдунами. Первое крупное изменение — договоров больше нет. Договор клинка, гримуара и подобного. Ладно, убирая драматическую паузу, они просто стали воззваниями. Кстати, про них. Это теперь основная особенность колдуна. Как и раньше, она стала более основной. Ведь у нас первого уровня, также некоторые были усилены, некоторые повышены в требованиях, но точно мы мало знаем, разве что их плейтеста. Плюсом к этому вроде появилась способность на втором уровне восстанавливать за минуту одну ячейку. В принципе, это все известные мне глобальные изменения. Кроме того, что теперь подкласс на третьем уровне, как и у всех классов. Я так много раз слышал негодование по этому поводу, как у чародея, так и у колдуна. Мол, если ты не выбираешь покровителя на первом уровне, то ты не знаешь, кому поклоняешься. Но типа, будем честны, если игроки уж не совсем новички, то мы примерно понимаем, в какую сторону будем создавать персонажа. По крайней мере, мои опытные игроки всегда знают заранее, какой подкласс будут брать уже на создание персонажа первого уровня. Потому что на третьем уровне ты не меняешь резко персонажа, не меняешь его характер или поведение. Ну, обычно, по крайней мере. Так что я доволен, что на первых уровнях новичкам не надо будет сразу выбирать подклассы и думать над этим всем. Так, раз уж я начал говорить про свое мнение, то я доволен изменениями. Да, грустно немного, что подклассы отодвинули, но так и должно было быть. Почему я выбрал делать хомбрю для нового издания? Потому что это прикольно. Я балансировал все по нему, так что если имеются вопросы, то я на них отвечу. Давайте уже заканчивать с этим долгим вступлением. Переходим к странникам, моим любимым маленьким одноклеточным организмам. Это же их покровитель для колдуна. Изначальные. Что же, начнем с небольшого лорного момента, который, как всегда, можно пропустить. Странники — одиночные создания, как я и говорил раньше. Однако, несмотря на это, у них есть иерархия. Если точнее, ее создали изначально, чтобы странники ниже их прекрасно слушались. На самом деле, изначальные мало чем отличаются от обычных странников. Как и короли у людей, у них просто удобные условия и права. Но биологические короли такие же люди, как и изначальные такие же странники. Просто у изначальных было много времени для развития, удобные ресурсы и позиция, чтобы нарастить силу. Возьмем несколько примеров изначальных странников из моего мира, но без имен и серьезных спойлеров. Один из них, за годы своего существования, нарастил гигантское тело, которое состоит из кучи органической материи, мозгов и других отвратительных вещей. Он буквально создал свое собственное органическое подземелье, управляемое изнутри. Другой буквально стал богом и создал свою религию. Ктулху мира, которому поклоняется и дарует ему силу. Никто не мешает другому страннику сделать то же самое, однако у него просто было больше времени на это. Другие же куда более скрытные. Про них мало что можно сказать, так что я могу лишь сказать про одну изначально. Ту, что устроила симбиоз. Ту, что вместо поглощения существует с организмом. Изначально. Покровитель, что может дать силу колдуну, как дал организму, который заселил тело. Что нужно сделать, чтобы быть избранной? Кто ее знает? Этим она похожа на другого покровителя, великого древнего. Правда, в отличие от Варкрафского ужаса, тут происходит немного наоборот. Если это чудище может и не знать о вашем существовании, и лишь одно здание о нем дарует вам силу, изначально может даровать свою силу даже без вашего ведома. Возможно, она вас увидела со своей крупной башни, и ей понравились ваши действия. Возможно, ей просто понравилась ваша внешность, или, может быть, она заскучала. Но если она захочет, то может связаться с вами. Сновидения, иллюзии, глаза в голове. Возможно, признаки вашего сумасшествия — это просто действие иного существа, которому вы понравились. Но давайте перейдем к способностям этого подкласса. Каким словом я бы описал все, что я сделал с этим подклассом? Кастомизация. Это вся особенность колдуна с его воззваниями, так что я решил сделать именно это. Одним из изменений в D&D 1 была попытка изменить основной заговор класса — мистический заряд. Помните все воззвания, которые усилили именно мистический заряд? Так вот, теперь, когда ты выбираешь эти воззвания, ты можешь выбрать любой другой заговор, если не хочешь им пользоваться. Но это, если честно, мало что меняет. Все лучше всего использовать мистический заряд. Из-за того все билды становились одинаковыми, все просто спамят заговорами, которые наносят 1 до 10 плюс 5 урона. И я подумал, что не нужно этого избегать. Как раз наоборот, нужно двигаться дальше в эту сторону. Если нет смысла улучшать другие заговоры, то почему просто не дать колдуну больше вариантов мистического заряда? Представляю вам первую способность, которую вы получаете при получении этого подкласса — Клипот. Это тяжело назвать особенностью, но она выложена отдельно. Она заменяет дополнительные заклинания, которые обычно получает подкласс колдуна. Вместо этого вы получаете один заговор. Наверное, это может показаться грустным, ведь это всего лишь усиленный мистический заряд, однако поддержите своих зараженных странниками коней. Ведь я дарую колдуну 7 различных вариантов использования заговора «Заряд Клипота». Это небольшой баф к уже существующему мистическому заряду, который позволит вашему колдуну отличаться от других. Плюс к этому вы можете иметь этот заговор каждый долгий отдых, если сейчас появится другая ситуация. И давайте рассмотрим все эффекты Клипота по очереди. Первый заряд Клипота — Малхут. И является Клипота Кимранут. Чревоугодие. Пусть феи помогут вам, если у вас мало здоровья.
инструмент для поедания ваших противников и постепенного лечения себя. Кроме этого, если вам не идет кубами, то феи помогут вам. Если вы вынете единицу, то вы можете кинуть еще один дополнительный кубик. Так что чаще всего единица будет даже более желаемым исходом, чем десятка. Второй заряд клипа — Есот. И его вариация «О Господи Иисусе». И его вариация «Аяцбус» — Гнев. С помощью этого клипа атаки станут точнее, если вы фокусируетесь на одной цели. После вашего первого попадания по цели на ней появляется метка стрелка, которая дает вашим дальнейшим атакам отход преимущество. Это полезно разве что когда у вас будет больше лучей, но в остальном это сильная способность. Третий заряд клипа — Ход. Вариация Чемда. Жадность. Хотите рисковать? Хотите? Хотите? Она хочет. Каждый слишком меняется, что влияет на ваш урон, а если вам не повезет, то урон уменьшится на единицу. Но если вам повезет, то вы увеличите свой урон на 80%. Слабо? Возможно, но практически всегда хоть какое-то усиление. Четвертый заряд клипота. Недзуч. Клипот Шаг. Похоть. Ваши заклинания становятся более точными, в ваших руках появляется маленький камешек. Но только вам не стоит переставать стрелять. Если вы не будете использовать заряд клипота каждый год, то как только вы прекратите, похоть ударит по вам в отместку. Пятый заряд клипота. Тиферот. Заряд Кейтула. Зависть. Пустота в вашем сердце питает это заклинание, а также пустота в ваших ячейках заклинаний. Чем меньше у вас полных ячеек, тем более эффективно будет заряд клипота и по урону, и по точности. Шестой заряд клипота. Гибур. А также Экзариот. Гордыня. Ваша настоящая сила становится источником вашей магической силы. Раз ваши враги выпустили вам кровь, так пускайте из них еще больше крови. Ведь вы не слабее. Чем сильнее ранены вы, тем больше вы будете ранить других. Плюсом к этому, вы еще можете это делать в ближнем бою. Пусть слабаки почуют вашу силу. И седьмой заряд клипа. Хисет. Отдышать, а также лень. Что же, не думайте, что думать над заклинаниями слишком тяжело. Думать над тем, как эффективно потратить свои ячейки. Так зачем же? Зачем думать, если можно зарядить свое базовое заклинание магии и расстрелять всех из магического пулемета? Что же, первый уровень кастомизации прошли, пора переходить на второй. Но все это было лишь одной способностью, которая дается колдуну. И это была малая способность. Поскольку дальше у нас идет Сефирот. Вторая способность третьего уровня. Помните, что я говорил по поводу договоров? Что их теперь нет и что они стали воззваниями? Так вот, я создал свои 4 новых воззвания лично для этого подкаста, которые вы можете выбрать бесплатно. Иметь его, конечно, можно не так часто, как заговор, лишь раз в уровень, но дары изначально довольно неплохие и похожи на прошлые договора. Давайте вспомним, какие раньше договора были в ДНД 5 редакции. Помогите Эндеру путешествовать, назвать все предметы, которые... Так вот, раньше у нас был договор клинка, гримуара, талисмана, который не перенесся, и цепь. Но я сделал договор брони, посоха, кольца и благословения. К этому они получат улучшение на 10 уровне. Ну, давайте начнем по порядку. Асия, материя и вещественный мир. Договор брони. Из способности договор клинка позволит попросить у покровителя набор легкой брони. А если вы нашли крутой набор, который хотите себе, то можете взять любой доспех, даже тяжелый. Хотя вам стоит подумать над этим получше. Ведь легкий доспех может быть лучше из-за того, что броня договора вместо вашего модификатора ловкости использует харизму для определения КД. То что если вы хотели создать ближнебойного колдуна, то эта броня будет идеальна. Плюсом к этому на 10 уровне она получает новую способность. Когда вы получите урон, нанося эту броню, вы можете потратить кучу хитов и сразу же прилечиться. Это делает вас еще больше танком. Также широко отражает способность клинка «Пьющей жизнь», которая позволяет тратить кучу хитов при попадании атакой. Следующий Сефирот. Есира. Магия. Договор посоха. Ну, или как его лучше будет назвать, договор ружья. Потому что вместо книги заклинания этот договор дает магическое ружье. Она является магической фокусировкой, но кроме этого, она является двуручной магической фокусировкой. Что это значит? А много чего. Когда вы держите эту фокусировку двумя руками, то вы игнорируете вербальный, соматический и даже материальный компонент заклинаний. Когда не стоит денег. Зачем же надевать что-то под нос или водить руками, если можно зарядить магическую пулю с необходимыми компонентами и заранее наложенными рунами? После сразу же выстрелить им куда нужно. Так что пока у вас свободно обе руки, то мало что сможет остановить стрельбу. Так кроме того, этот договор позволяет накладывать заклинания с касанием с дальнего расстояния, 30 футов, чтобы вам не нужно было отпускать свое оружие. Ну и последняя способность, которая сочетается с прошлой особенностью. Заряд клипота. С 5 уровня, когда вы получите второй луч на заклинание, с помощью винтовки вы можете совершить один выстрел вместо двух. Это даст вам преимущество, однако сделать атаку лишь одной, объединив все кубы лучей в один. Сначала это будет неплохой особенностью, но чем дальше в уровнях, тем больше будет сомнения, стоит ли преимущество того. Ну и усиление 10 уровня. Ангельский мир. Эта способность позволяет раз в отдых создать магический круг на противнике, если тут провалится под бросок. И после этого вы можете использовать этот магический круг, чтобы безнаказанно стрелять по нему своими заклинаниями. Сколько угодно. Плюсом к этому через ружье вы можете видеть через этот сенсор и пользоваться им для разведки. Но это еще не все, что может сделать этот сенсор. Ведь несколько раз вы можете расширить этот магический круг, чтобы было заклинание не только на того, кому прикреплен этот круг. Вы будете считаться на месте этого сенсора и накладывать заклинания прямо из него. Кроме того, благодаря новым правилам, согласно щита могут автоматически проваливать под броске. Так что вы можете наложить этот круг прямо на союзника, чтобы стрелять по нему не пулями, а положительными заклинаниями, находясь в это время в безопасном месте. Ну и после пару раз выстрелить в противников из круга. Дальше у нас на очереди Брия. Мораль.
Что же, если обычный договор колдуна давал талисман, больше не дает. Наш Торгуш дает кольцо. Это кольцо хорошо подходит для дополнительного использования своего заряда клипота, либо, что будет более эффективно, дать это кольцо вашему милишнику, который сможет запускать во врагов лучи, когда по нему бьют. Больше лучей в команду запускания лучей. Ну и на 10 уровне открывается небесный мир. Заряд клипота заменяется на некий заряд апатии. Что же это такое? А это мы узнаем чуть позже, когда доберемся до способности на 10 уровне. Второстепенная способность же более понятна. Теперь вы можете использовать это колечко, если оно надето на союзника, и когда по нему бьют, переместиться к нему и расстрелять грустного противника всеми зарядами своих лучей. Еще больше использования лучей. И последняя сфера. Ацелут. Божественность. Если договор с Пей позволяет забрать заклинание волшебника, то этот договор позволит вам взять заклинание у жреца. Какое именно? Благословение. Правда, его может использовать лишь на одно существо, однако оно работает навсегда и не требует концентрации. Вы можете дать одному существу бонус D4 ко всем атакам и спускам. Разве не вкусно? Ну и, конечно же, можно пригласить самого себя. И слить во все стороны своим клипотом с бонусом D4 к атакам. Ну и на 10 уровне активируется Святой Мир. Он возвращает использование благословения на 3 существ, к этому дает им всем 5 временных хитов, когда вы его накладываете. И она все еще не требует концентрации. Конечно, придется действием перенакладывать, если вы хотите временные хиты, но не думаю, что на 10 уровне это самое эффективное использование действия. Что же, начальные способности мы разобрали. Не волнуйтесь, остальные способности не такие крупные. Их осталось всего 3. И одна из них — перегрев клипота. Довольно простая способность, которую тяжело даже описать. После траты ячейки заклинания можно использовать заряд клипота бонусным действием. Я основал весь подкласс на использование этого заговора, и это простое увеличение количества этих лучей. 10 уровень. Вот это уже способность, которая требует описания. Во-первых, из-за миров Сефирот все воззвания Сефирот усиляются. Я уже это описал, поэтому пойдем дальше. Древо клипа. Основная способность изначально на высоких уровнях. На минуту, используя ваше бонусное действие, она раскрывает частичку своей силы в вашем теле, раскрывая из вашей спины крупное древо клипот. Это древо создает собственное силовое поле, что блокирует другие силовые поля. Это дает вам защиту от урона силовым полем, а также сила этого древа позволяет вам левитировать на энергии света, что оно излучает. А также главная способность. Вы получаете временное использование заговора «Заряд апатии». Этот заговор куда сильнее прошлых вариантов использования. Апатия имеет 4 луча, каждый из которых имеет свой небольшой эффект. Их можно выпускать в любом порядке. Заряд бины автоматически попадает в цель, как будто вы запустили волшебные стрелы. Заряд Окмы дает вам дополнительную защиту в виде временных хитов, который равен нанесенному урону тем лучом. Заряд Кетер куда сильнее всех остальных выстрелов. Его урон буквально удваивается. Ну и заряд Дат парализует цель, по которой попадает. Если так, конечно, провалится под бросок. Так что с этим крупным деревом вы сможете использовать этот усиленный заговор каждый ход, или вовсе с помощью других способностей. Ведь пока активное дерево, это считается зарядом клипота. Ну а также вернемся к кольцу. Помните, что на 10 уровне надо позволить использовать вместо заряда клипота один луч апатии? Вот про это я и говорил. Один любой выстрел из этого луча может совершить тот, кто носит это кольцо. Что же, у нас осталась лишь одна способность. 14 уровень. На этом уровне изначально понимает, что вы действительно движете ее к цели, которая известна только ей. Так что она дарует вам особый предмет. Семечко апатии. Но сразу же садится в вашу голову. И это позволяет вам выпускать частички апатии почти в любое время. Когда вы накладываете заклинание, вы можете выпустить один луч апатии частью этого действия. И да, любое заклинание, даже заговор. Так что у ваших базовых зарядов клипа-то появляется 5-й луч. Ну, и бесплатный выстрел, если вы используете заклинание. Да, способность маленькая, но имеет очень приятный бонус. Фух, это был весь подкаст колдуна. На удивление короткие способности, для которых нужны 2 страницы дополнений. Все ссылки находятся в комментариях. Было интересно делать подкаст для нового издания, но следующий класс на очереди уже будет после того, как выйдет книга игрока. Так что узнаем, как сильно поменяется класс от плейтеста. Возможно, придется выпускать отдельное видео, чтобы поменять продающие классы, которые я уже разобрал, но мы это уже увидим, когда будет открыта книга игрока 2024. А пока надо бы оставить клиффхенгер для следующего класса. И следующий класс на очереди у нас после колдуна — чародей. Что же, раз я уже начал неожиданную цепочку Project Moon и жужиться, то, пожалуй, сделаю именно такого чародея. В моем мире Королевства Честности есть одна раса, которая, можно сказать, противопоставлена странникам. Что же, в следующий раз мы уже встретимся, когда я буду обсуждать следующий подкласс. Попытку странников имитировать противоположную расу одержимых чародеев.